Глава 681. Камень души. Культиватор с пожилым видом закрутил бороду в руке и сказал: «Меня интересуют эти куклы. Это отличные защитные предметы, которые я бы мог дать своему ученику, но чего хочет Даос Небесный Кристалл?» Даос Небесный Кристалл спокойно ответил: «Хе-хе, я ищу очень редкие древние предметы, которые известны как камни души. Каждый камень души можно обменять на одну марионетку. Эти марионетки также были лично сделаны культиваторами древности, так что я считаю, что в мире нет более высокоранговых марионеток». Камень души, услышав это незнакомое им название, на лицах многих культиваторов появилось сомнение. Это было то, о чем они никогда не слышали. Даос Небесный Кристалл не был этому удивлен. Он хлопнул по своей сумке для хранения, и на его ладони появился большой нефритово-зеленый камень. На первый взгляд он напоминал камень древесного элемента, но как только культиваторы просмотрели его своим духовным чутьем, они обнаружили, что этот камень испускает необъяснимо холодные духовные колебания, совершенно отличные от колебаний древесного элемента. Держа этот драгоценный камень в руке, Даос сказал: «Возможно, у кого-то есть такие камни, но они просто не знают о его названии. У меня есть один для демонстрации». Культиватор дьявольского Да достал камень, окутанный черной ци, и изумление вскрикнул: «Как странно! Это похоже на энергию призраков, но она гораздо более чистая». Даос Небесный Кристалл прямо ответил: «Хотя я не знаю, что именно содержит камень, это определенно необычная призрачная ци. Кроме того, я бы не хотел менять ваш камень на одну из моих кукол». «И то верно». Культиватор дьявольского Да убрал свой камень. Когда Хань Ли увидел этот камень, его выражение под маской сильно изменилось. Его глаза засверкали. Если он правильно увидел, то камень души был явно кристаллом призрачного зверя, который он нашел в призрачной области. Конечно, кристаллы призрачного зверя были просто названием, которое использовали туземцы. Его истинное имя дали культиваторы древности — камни души. Хань Ли задумался, этот Даос Небесный Кристалл не только достал этих кукол, но и собрал много камней души. Эти предметы были в небесном зале. Кажется, этот человек. Камни души явно были редкостью. После долгого времени только один культиватор решился обменять его на марионетку. Даос Небесный Кристалл спросил еще несколько раз, но желающих больше не было. Хотя он и почувствовал себя разочарованным, он не смел подать виду. Когда он уже собирался убрать марионеток, вдруг кто-то встал. Старик тут же воспарил духов и пристально взглянул на этого человека. «Господин Даос, у вас есть камни души?» Хань Ли тихо щелкнул рукой, и в руке появился зеленый драгоценный камень. Этот камень был размером с куриное яйцо, намного больше, чем тот, что вытащил старик. Его ледяную ци можно было увидеть невооруженным глазом. Даос Небесный Кристалл был потрясен увиденным и очень обрадовался. Такие сильные камни души — большая редкость. Может, вы согласитесь обменять его на 2 марионетки? Считаю, что это будет достойным обменом. Хань Ли слегка покачал головой. Даос Небесный Кристалл не был возмущен, а наоборот спросил вежливым тоном: «Неужели вы считаете, что это слишком мало?» «Сколько бы вы хотели?» Хань Ли спокойно спросил. «А как насчет всех марионеток?» Старик нахмурился и мрачно проговорил: «За все 6. «А не слишком ли вы жадный?» «Хе-хе, совсем нет. Вы и сами должны понимать, какой размер у этого камня души. Более того, для вас такой большой камень души». Хань Ли посмотрел на старика и резко замолчал. Когда Даос Небесный Кристалл услышал это, его выражение слегка изменилось. Он кинул на Хань Эль оценивающий взгляд. Немного помолчав, он сказал: «Хорошо. Такой большой камень души действительно очень редко можно встретить. Мне срочно нужен этот предмет, поэтому я обменю их всех». Другие культиваторы в комнате были шокированы тем, что они услышали, и невольно перевели свой взгляд на драгоценный камень размером с яйцо в руках Хань Ли. Человека, который обладал таким количеством редких предметов, определенно стоило запомнить. С совершенно спокойным выражением на лице он вручил драгоценный камень старику, опустив голову, и провел рукой по столу, мгновенно убрав кукол в свою сумку для хранения. Однако другие культиваторы не заметили, что губы Хань Ли переместились в тот момент, когда он опустил голову. На лице старика мелькнуло странное выражение, когда он услышал слова Хань Ли, а в его глазах загорелся яркий свет. В этот момент Хань Ли уже вернулся к себе на место. Затем Даос Небесный Кристалл объявил о завершении торговой встречи, и большинство культиваторов стало расходиться. Когда группа Хань Ли покинула павильон, никто не смел разговаривать, пока они не прошли 2 улицы. Ребенок огненного дракона заговорил усталым тоном: «Господа, больше я не могу сопровождать вас, у меня еще есть дела». Луло улыбнулся и сказал: «Если у брата Ланя есть свои дела, пожалуйста, не стесняйтесь. Наши резиденции находятся рядом друг с другом.
У нас еще будет много шансов встретиться снова. Да, мне пора. Ребенок огненного дракона попрощался без каких-либо оговорок и пошел к другой улице. Глядя ему вслед, Хань Ли улыбнулся и сказал: «Ребенок огненного дракона, действительно замечательный человек, господин Лань случайно съел странное растение, когда был молод, с тех пор его внешность стала, как у ребенка. Однако он честный и прямолинейный человек и является одним из наших друзей за пределами секты. Он также является единственным старейшиной секты Древнего Меча, который дружит с нашей сектой Дрейфующего Облака». Когда Хань Ли услышал это, он нахмурился и сказал: «Вы хотите сказать, что старейшины секты Древнего Меча смотрят на нашу секту сверху вниз?» Оглядевшись, Луло сказал: «Верно. Младший боевой брат Хань, у тебя еще есть какие-то планы? Ты хочешь вернуться, чтобы отдохнуть, или планируешь купить еще что-нибудь?» Хань Ли честно ответил: «Есть несколько конкретных материалов, которые мне нужно купить. Я планирую взглянуть только на соседние рынки и посмотреть, могу ли я приобрести их». Когда Луло услышал, что Хань Ли желал пойти один, он не стал возражать: «Я тоже планирую приобрести некоторые предметы. Так что можем разойтись сейчас». Вслед за этим Хань Ли и Луло разошлись по разным сторонам. Рынки города Парящих Небес были в разы больше, чем рынок города Мечтательных Облаков. Хань Ли шел по дороге западного рынка города, осматривая улицы с обеих сторон. Он не соврал Луло, он планировал приобрести несколько более редких материалов для создания талисманов, чтобы улучшить несколько высокоранговых талисманов. Несмотря на то, что у него еще остались шкуры демонических зверей с того времени, когда он был в области моря рассеянных звезд, ему все равно не хватало дополнительных материалов, таких как высокоранговая талисманная бумага и киноварь. Ему нужно было прокачать свои навыки, чтобы изготовить талисман подчинения души. Хотя он еще не вникал в подробности этого талисмана, автор записей говорил, что это был очень мощный талисман. Его можно было использовать в критический момент, чтобы спасти свою жизнь, поэтому Хань Ли хотел изготовить его несмотря ни на что. Однако изготовление этого талисмана было намного сложнее, чем изготовление обычных элементных талисманов. Он должен был увеличить свои шансы на успех, не только улучшив способности к созданию талисманов, но и приобрел новую талисманную кисть. Его изначальная кисть теперь была бесполезна. К сожалению, хотя материалы для создания талисманов легко можно было купить, найти хорошую кисть было очень сложно. Он уже побывал в 2 магазинах, где продавались талисманные кисти высокого ранга, но он только мрачно покачал головой и вышел из магазина. Хотя эти талисманные кисти можно было использовать для создания высокоранговых талисманов, они не годились для создания секретного талисмана на уровне талисмана подчинения души. Талисманные кисти были духовными инструментами, которые использовали только мастера по созданию талисманов, но они редко встречались. Большинство из них были низкого или среднего качества. Если у мастера талисманов не хватало магической силы, использование высокоранговой талисманной кисти только уменьшало шансы на успех. Кроме того, мастера талисманов часто были слишком преданы своим техникам создания талисманов и не тратили много времени на культивацию, в результате чего подавляющему большинству культиваторов талисманов не удавалось достичь даже стадии формирования ядра. Во всем небесном южном регионе мастеров талисманов в стадии формирования ядра было очень мало. Среди культиваторов стадии зарождающейся души мастеров талисманов было еще меньше. Большинство культиваторов из них были специализированными мастерами по совершенствованию талисманов. Культиваторы зарождающейся души также были разнообразны в своих техниках создания талисманов. Большинству из них удавалось за всю свою жизнь создать всего несколько высокоранговых талисманов, поскольку шкуры высокоранговых демонических зверей были большой редкостью. Показатель их успеха в этом случае был крайне ничтожным. Вот почему высокоранговых талисманов было немного больше, чем высокоранговых магических инструментов. Глава 682. Порванный талисман. Большинство высокоранговых элементных талисманов на самом деле не были особенно сильными и значительно уступали магическим сокровищам. Это часто приводило к тому, что 5-элементные магические техники отвергались, когда культиватор достиг стадии формирования ядра. Это, однако, не означало, что все высокоранговые магические техники были бесполезны. Хань Ли знал, что было много 5-элементных магических техники, которые были настолько мощными, что даже культиваторы стадии зарождающейся души не решились бы заблокировать их. Однако эти магические техники были невероятно трудными для культивации, а их понимание было невероятно сложным. Кроме того, их было невероятно сложно использовать. За время подготовки этой техники было проще использовать магические сокровища для атаки. Однако Хань Ли также слышал от других культиваторов, что воинам-заклинателями из племени Мауланей удалось преодолеть эти недостатки, и они научились использовать множество мощных духовных техник, которые они могли активировать в считанные секунды.
Это позволяло даже низкоранговым воинам сражаться с вражескими культиваторами аналогичного уровня без использования талисманов или магических инструментов. Высокоранговые же войны могли объединить свои духовные техники с магическими сокровищами для усиления силы. Это позволяло им с легкостью разделаться с культиваторами своего ранга. Вот почему несколько сверхдержав на небесного южного региона объединились против племен Мауланей. Однако даже в этом случае они могли обеспечить себе только защиту без возможности окончательно победить врага. С тех пор, как Хань Ли сгустил зарождающуюся душу, он начал изучать высокоранговые магические техники и сразу же заметил все их недостатки. Однако скорость, с которой он мог бы использовать несколько этих высокоранговых техник, можно было назвать крайне медленной. Единственный способ, когда он бы мог использовать эти техники, заключался в том, чтобы он надел на себя черепаший панцирь. В противном случае, пока он бы применил эту технику, враг бы убил его уже раз 8. Однако одновременная атака высокорангового талисмана и магического сокровища создавала чрезвычайно смертоносную комбинацию. Если бы эти талисманы можно было активировать за доли секунды в большом количестве, даже культиватор на поздней стадии зарождающейся души не решился встретить атаку. В конце концов, это было бы равносильно одновременному удару нескольких культиваторов зарождающейся души. Даже если у культиватора были защитные магические сокровища, то ему все равно было сложно противостоять такой атаке. Однако эта тактика работала только в воображении, поскольку никто не был настолько расточительным, чтобы истратить несколько сотен тысяч духовных камней в одной атаке. Кроме того, высокоранговые магические талисманы были большой редкостью в мире культивации, а большинство из них были вспомогательными по своей природе, а не атакующими. Размышляя об этом, Хань Ли прогуливался по улицам рыночного города, то и дело разглядывая разнообразные магические инструменты и магазины со смешанным товаром. Как правило, только в крупных магазинах можно было найти лучшие талисманные кисти. Обычные магазины его не интересовали, поскольку он был уверен, что там нет ничего, кроме обычных магических инструментов, не говоря уже о высокоранговых. Хотя небольшая вероятность того, что в маленьком магазине все же мог оказаться какой-то редкий предмет, Хань Ли не хотел тратить время на слепую удачу. Учитывая, сколько таких магазинов было в городе парящих небес, у Хань Ли просто не было времени обойти их всех. Помимо Хань Ли на улицах города также было много других культиваторов, которые искали нужные им предметы. Хотя большинство из них были культиваторами стадии заложения фундамента, но среди них попадались и культиваторы формирования ядра. Между тем, здесь совершенно не было культиваторов стадии уплотнения ци, за исключением местных жителей. Хань Ли, гуляя по торговым улицам, скрыл свой истинный уровень культивации, притворившись культиватором средней стадии формирования ядра, в результате чего культиваторы стадии заложения фундамента смотрели на него с уважением. Между тем, культиваторы формирования ядра совершенно его игнорировали. Таким образом, он смог избежать большого внимания и мог не спешить с просмотром каждого из крупных магазинов. Бродя по магазинам и павильонам, Хань Ли не заметил, как пролетела половина дня. С наступлением сумерек магазины начали последовательно размещать лунные камни. Немного поколебавшись, Хань Ли решил зайти еще в пару магазинов, а затем вернуться в свою резиденцию. Не успел он об этом подумать, как вдруг рядом с ним послышались чьи-то громкие крики. Вокруг источника крика собралась толпа культиваторов. Хань Ли нахмурился, стараясь игнорировать происходящее, повернулся, заложил руки за спину и направился в сторону своей резиденции. Но не успел Хань Ли сделать даже шаг, как вдруг он услышал свирепый и обиженный голос. Неужели все культиваторы из секты дрейфующего облака воры? Ты собираешься просто так уйти, разбив мой талисман? Голос молодого человека громко опроверг его слова сердитым тоном. Дело не в том, что я не хочу платить, просто у меня недостаточно духовых камней, поскольку я только что потратил деньги на другие предметы. Кроме того, то всего лишь талисман среднего ранга, как он может стоить 300 духовных камней? Более того, я предложил тебе оставить свой командный медальон в качестве залога. Я бы вернулся в гостиницу, взял денег и заплатил тебе за этот талисман. Хань Ли остановился, поскольку голос мужчины казался знакомым. Казалось, он знал этого человека из секты дрейфующего облака. Хань Ли потер подбородок и слегка задумался, а затем направился в ту сторону, откуда доносился спор. Неважно, кто это был, все-таки сам Хань Ли был старейшиной секты дрейфующего облака. Он не мог в этом случае остаться в стороне. Спустя мгновение Хань Ли обнаружил впереди себя небольшой магазин разнородных товаров. Там стояло несколько человек, которые спорили между собой. Среди них был мужчина в черном Сунь Хо, которого Хань Ли последний раз видел на испытании Ассамблеи мечей. За 20 лет этот юноша значительно увеличил свой уровень культивации, несмотря на небольшие изменения в его внешности. В настоящее время напротив него стояло 3 культиватора, у которых явно не было к нему никаких дружественных намерений. Очевидно, это были помощники хозяина магазина. В этот момент хозяин магазина взглянул Суньху и сказал: «Твой командный медальон для меня бесполезен. Ты можешь просто вернуться в свою секту и забыть обо мне.
я не могу проследить, что ты будешь делать. Раз ты не можешь заплатить, вынь все свои вещи из сумки для хранения, я возьму их в качестве залога. А что касается этого талисмана, то не стоит его недооценивать. Его создал великий мастер по созданию талисманов города парящих небес. Так что цена в 300 духовных камней весьма справедлива. Или, быть может, все культиваторы секты дрейфующего облака такие мерзавцы. Сказав это, хозяин магазина взглянул на деревянную коробку в руках своего помощника с печальным выражением на лице, словно он претерпел большую потерю. Сунь-Хо неожиданно ответил на эти слова с улыбкой. «Отлично. Эти вещи твои. Как ты сказал, так и будет». Этот обычный огненный талисман был создан великим мастером создания талисманов. Что? Ты не веришь, что его сделал великий мастер? Или ты просто не хочешь платить? Тогда не обвиняй меня, что я заявлю на тебя защитником. Хозяин магазина холодно рассмеялся, прямо угрожая ему. Лицо Сунь-Хо несколько изменилось в цвете, поскольку он прекрасно понимал, чью сторону выберет сторонник Союза 9 наций. Более того, этот вопрос был расплывчатым и неясным, поэтому он почти наверняка бы проиграл спор, и его лицо дрогнуло, а затем он шагнул вперед и высыпал из своей сумки для хранения целую кучу талисманов. Он сказал, сказал, хотя эти талисманы не имеют высокого качества, они стоят не менее 300 духовных камней. Лицо хозяина расплылось в довольной улыбке. Так-то лучше, только не этот. Прежде чем хозяин магазина успел взять талисманы, Сунь-Хо взглянул на них, и его выражение лица сильно. Он тут же взял половину порванного желтого талисмана, а затем передал оставшиеся талисманы. Хозяин магазина был ошеломлен на мгновение, а затем рассмеялся. «Ха, чего это ты так разнервничался из-за оторванного куска пустой талисманной бумаги? Неужели культиваторы секты дрейфующего облака такие нищие?» Сказав это, он поднял талисманы. Но в этот момент между ними появилась величественная фигура. Сунь-Хо почувствовал, как его сердце ушло в пятки, а хозяин магазина поспешно отступил назад на несколько шагов и яростно закричал: «Кто ты?» «Как ты думаешь, что ты делаешь?» Культиватор, который прервал их, без колебаний ответил: «Ничего особенного, я просто услышал, как ты несколько раз оскорбил мою секту дрейфующего облака». «Может, теперь ты скажешь мне это в лицо?» Сказав это, культиватор испустил из себя невероятное давление, в результате чего культиваторы, находившиеся поблизости, отступили в шоке. Несколько культиваторов с наиболее мелким уровнем культивации почувствовали себя так, будто вся планета свалилась на них. 2 культиватора формирования ядра, которые проходили мимо, также вздрогнули. Один из них впал в панику, и они закричали: «Культиватор зарождающейся души! Старший, вы!» Глава 683. 2 варианта. Хань Ли повернул голову и холодно взглянул на 2 культиваторов формирования ядра, которые проходили мимо, в результате чего они сразу же затихли. Хань Ли не знал их и не знал, к какой секте они принадлежали. В этот момент хозяин магазина и 2 его помощника попытались отойти от Хань Ли подальше из-за того давления, что он на них оказывал. Однако, они тут же поняли, что совершенно не способны сдвинуться с места, и запаниковали. Услышав, что Хань Ли был культиватором зарождающейся души, они запаниковали еще больше. Они поспешно попытались попросить прощения, но им было трудно даже дышать, не то что говорить. Все присутствующие культиваторы побледнели, а самые трусливые даже убежали. Хань Ли взглянул на Сунь-Хо. Казалось, его давление никак на него не повлияло. Однако, как только Сунь-Хо узнал Хань Ли, его выражение лица тут же изменилось, и он поспешно проговорил: «Ученик Сунь-Хо отдает свое почтение боевому предку Ханю». Не обращая внимания на 3 мужчин перед собой, Хань Ли повернулся и взглянул на полуразрушенный талисман в руке Сунь-Хо. Он кивнул головой и сказал: «Кажется, нет необходимости в знакомстве. Ты уже знаешь, кто я». Сунь-Хо тут же вспомнил, как он грубо обращался с Хань Ли, когда они были в священном районе, и сразу разволновался, а затем поспешно извинился: «Я не знал истинной личности боевого предка. Надеюсь, вы простите мои надменные слова». Хань Ли взглянул на Сунь-Хо и тут же сказал: «Тогда я еще не был старейшиной секты, поэтому, конечно, я не буду обвинять тебя. Тем не менее, этот полуразрушенный талисман, похоже, как-то связан со мной». Сунь-Хо был ошеломлен и тут же вспомнил, а затем радостно проговорил: «Неужели этот испорченный талисман?» Хань Ли махнул рукой и перебил его: «Позже поговорим». Хань Ли вдруг прищурился и взглянул на серебряную полосу света, летящую по небу. Единственными культиваторами, которым разрешалось лететь в городе парящих небес, были защитники Союза 9 наций. Они отвечали за поддержание порядка в течение всей ярмарки. Сунь-Хо не смел говорить дальше и послушно стоял на месте. Однако его сердце было наполнено непостижимым волнением, он сжал в руке талисман. В этот момент полоска света прибыла к Хань Ли.
Когда свет рассеялся, перед ним предстал желтоволосый старик на средней стадии формирования ядра. У него на груди был вышит золотой меч, эмблема защитника. Старик тут же почувствовал удивительное давление Хань Ли еще издалека. Однако эта область была в пределах его юрисдикции. Даже если перед ним был культиватор стадии зарождающейся души, ему не оставалось ничего другого, кроме как противостоять ему. Как только старик заметил Хань Ли, неподвижно стоящего на дороге, он поприветствовал его и сказал: «Я защитник города парящих небес, Уфэй. Могу я узнать, что рассердило старшего? Может, я смогу чем-нибудь помочь вам?» Учитывая огромную разницу в их культивации, было вполне естественно, чтобы защитник говорил с особым почтением. Сложив руки за спину, Хань Ли равнодушно сказал: «Ничего особенного. Я просто проходил мимо и услышал, как хозяин этой лавки несколько раз нелестно выразился в адрес моей секты дрейфующего облака, поэтому я попросил, чтобы он лично мне это повторил». Ах! Хозяин лавки, конечно, нес какую-то чушь. Как он посмел оскорбить старшего? «Вы трое, поспешите, извинитесь перед старшим», услышав слова Хань Ли, старик почувствовал головную боль. Когда дело касалось репутации секты, было трудно сказать, насколько серьезным была обида. Вот почему он попросил поскорее извиниться хозяина магазина и его помощников. Хань Ли тут же убрал свое духовное давление, позволяя тем троим ровно встать стоять на земле. Хозяин магазина обрадовался этому и заговорил: «Господин, вы меня не так поняли. Я совершенно не хотел оскорбить вашу секту. Поскольку господин Даос всего лишь сломал огненный талисман, я больше не буду требовать никакой компенсации. Мне остается только извиниться». Когда Хань Ли услышал его, он нахмурился, а выражение его лица стало мрачным. Хань Ли сказал со зловещей улыбкой: «Что? Ты думаешь, что сможешь так легко отделаться? Дай-ка мне взглянуть на этот огненный талисман в коробке. Если бы он действительно был создан великим мастером создания талисманов, я заплачу духовные камни от имени этого ученика. Но если это не так, хе-хе». Хозяин магазина отреагировал быстро и поспешно проговорил, прежде чем Хань Ли мог взглянуть на деревянную коробку: «В этом нет необходимости, старший. Этот огненный талисман — обычный талисман. Младший принимает любое наказание». Хань Ли ничего не сказал и взглянул на защитника. Когда старик увидел это, он знал, что делать. Он тут же поклонился и сказал: «Пожалуйста, успокойтесь, старший. Хозяин магазина понесет наказание за свое преступление. Можете рассчитывать на меня. Раз так, то ладно. Мне все равно некогда заниматься такой ерундой. Сунхо, ты идешь со мной». Тело Хань Ли размылось и снова появилось рядом с Сунхо. Затем по вспышке ослепляющего желтого света они исчезли. Культиваторы поблизости пришли в восхищение от такой невероятной техники движения Земли. Они никогда прежде не видели ничего подобного. Увидев, что Хань Ли ушел, старик сразу почувствовал облегчение. Но когда он взглянул на трех преступников, которые вздохнули с облегчения, выражение его лица стало ледяным. «Вы, трое, за мной. Вы расскажите мне правду обо всем, что произошло. Такое нельзя спускать с рук». Когда хозяин магазина услышал это, его облегчение мгновенно превратилось в горе. Через мгновение Хань Ли появился вместе с Сунхо в яркой вспышке желтого света внутри уединенного каменного здания. Хань Ли пристально взглянул на Сунхо и сказал: «Все будет хорошо. Позволь мне взглянуть на этот оторванный кусок талисмана». «Да, боевой предок». Сунхо без всяких колебаний передал Хань Ли разорванную талисманную бумагу. Хань Ли взял талисманную бумагу и быстро взглянул на нее, а затем молча вытащить вторую половину. Под пристальным взглядом Сунхо Хань Ли сложил две половинки вместе и обнаружил, что они совершенно совпадали. Глубокий страх Сунхо бесследно исчез, а затем он поклонился Хань Ли без каких-либо колебаний. Сунхо отдает должное мастеру. Хань Ли спокойно кивнул головой и сжег талисманную бумагу дотла по вспышке красного света. Сунхо был сначала поражен, но тут же пришел в себя. Хань Ли нашел силу в волю юноши удовлетворительной. Хань Ли спокойно спросил: «Кажется, ты потомок Сунь-Эрга, но не спеши называть меня своим мастером. Во-первых, как насчет того, чтобы рассказать мне, чьим потомком ты являешься?» Сунхо быстро ответил: «Я потомок 7-го поколения предков. Сунь-Эрга обещал, что клан Сун будет считать меня своим мастером, однако какое-то время назад мне пришлось покинуть небесный южный регион. Вот почему клан Сун никогда не служил мне, и я не предлагал клану Сун никакой защиты. Теперь, когда потомок клана Сун успешно вошел в мир культивации, нет смысла держать это обещание. Но поскольку я состоял с твоим предком в дружественных отношениях, у меня для тебя есть два варианта». Хань Ли ухмыльнулся и спокойно продолжил:
Первый вариант заключается в том, что я дам тебе хорошие материалы для культивации, а также лекарственные таблетки и магические инструменты. С этого момента между нами не будет никакой связи. Не надейся, что я в дальнейшем как-то проявлю себя. Другой вариант заключается в том, что ты выполнишь обещание своего предка и будешь служить мне. Однако в этом случае я наложу на тебя заклинание, ограничивающее душу, чтобы ты не смог предать меня. Кроме того, я буду давать тебе потенциально опасные задания. Тем не менее, я также буду делать все возможное, чтобы увеличить твой уровень культивации и буду давать тебе рекомендации к этому. Ты и представить себе не сможешь все те преимущества, которыми ты сможешь обладать, если у тебя хорошие способности. В этом случае даже есть большая вероятность, что ты достигнешь стадии формирования ядра. Как Хань Ли закончил говорить это, лицо Сунь Хо дрогнуло. Было очевидно, что он был в совершенной растерянности от сказанного Хань Ли. Казалось, он совершенно не ожидал такого поворота событий. Немного подумав, на лице Сунь Хо появилась решительность, и он сказал: «Боевой предок, я». Хань Ли внезапно прервал Сунь Хо и сказал: «Не спеши. Ты можешь дать мне ответ после окончания ярмарки. Подумай обо всё хорошенько. Как только взвесишь все за и против, ты сможешь найти меня в моей пещерной резиденции государства Си». Сунь Хо почувствовал, что это было довольно щедрое предложение, в результате он кивнул головой и согласился: «Я так и сделаю». «Большое спасибо за ваше понимание, боевой предок, хорошо. Мне пора заниматься своими личными делами. Береги себя». Хань Ли кивнул с непринужденным выражением на лице и исчез в яркой вспышке желтого света. Сунь Хо не стал сразу уходить. Вместо этого он какое-то время бормотал про себя, а затем глубоко вздохнул и ушел восвояси. К тому времени, когда Сунь Хо ушел, Хань Ли уже вернулся в свою резиденцию и любовался ночным небом. Странное выражение появилось на его лице. Глава 684. Древние марионетки. Му Пейлин сидела на первом этаже своего павильона, когда прибыл Хань Ли. Когда она увидела его, она тут же встала и поприветствовала изящным поклоном с горящими глазами. Хань Ли махнул рукой и сказал: «Не нужно меня ждать, когда меня нет рядом. Во время ярмарки мне неудобно быть с тобой, так что можешь поступать по своему усмотрению. Вот, возьми это. Если ты столкнешься с какой-то опасностью, просто влей в него свою духовную силу. Он не только покроет тебя духовным барьером, но и даст мне знать твое точное местоположение, если ты будешь находиться в радиусе 50 километров». Сказав это, Хань Ли протянул ей пару синих нефритовых украшений. Му Пейлин слегка покраснела и прошептала: «Большое спасибо, мастер», а она тут же взяла украшение и повесила его на талию. Поболтав с Му Пейлин, он поднялся к себе. Как только она увидела, что Хань Ли исчез из поля ее зрения, она взглянула на нефритовое украшение на талии со странным выражением на лице. Хань Ли вошел в случайную комнату и начал медитировать на кровати. Отдохнув пару часов, он открыл глаза и посмотрел в окно, а затем пробормотал про себя: «Пора, я должен нанести ему визит». Хань Ли молча вышел из павильона и направился в уже знакомый район города парящих небес. Вскоре он оказался перед зданием, где уже ранее был. Он уставился на серебряную вывеску «Павильон Кристального Дракона», потер подбородок и заглянул внутрь, а затем быстро вошел. Как только Хань Ли вошел в здание, в комнате стало светло. Даос Небесный Кристалл в конце длинного стола и дружелюбно поприветствовал Хань Ли: «Рад вас снова видеть. Вы как раз вовремя. Не ожидал, что вы окажетесь таким пунктуальным человеком. Раз я сам назначил встречу, как я могу опоздать? Судя по вам, кажется, вы все же уже ждете меня какое-то время. Вы меня немного напугали». Хань Ли поднял руку, и невидимая сила осторожно закрыла за ним дверь. Даос Небесный Кристалл усмехнулся и сказал: «После того, как вы ушли, вы неожиданно послали передачу голоса, что у вас есть еще камни души. Вы сказали правду». Старик слегка прищурился, на его лице были сомнения. Хань Ли вместо ответа похлопал по своей сумке для хранения и вытащил зеленый драгоценный камень, который был таким же большим, как тот, что он отдал старику раньше. Он ярко сверкал и источал удивительную иньци, а Хань Ли молча взглянул на старого даоса. Увидев, как Хань Ли достал камень души того же класса, что и раньше, на лице старика появилось волнение. Он проговорил с нетерпением: «Значит, вы говорили правду. Если у вас есть камни души, то я готов купить их. Не стесняйтесь, говорите, что вы хотите за них, Даос Небесный Кристалл, не торопитесь так. Я определенно планирую продать вам камни души, но сначала я хочу вам задать пару вопросов. Если ваши ответы будут удовлетворительными, я подумаю о том, чтобы отдать вам камни души». Хань Ли бросил камень души старику, сказав это:
Даос Небесный Кристалл был сбит с толку этим, но с удивлением поймал камень души. Немного помолчав, он вздохнул и сказал: «Вы действительно великодушны. Кажется, вопросы будут непростыми. Если я смогу на них ответить, то постараюсь сделать мои ответы максимально откровенными». Сказав это, старик осторожно убрал камень души, и на его лице снова появилось спокойное выражение. «Раз вы согласились на это, то не буду ходить вокруг да около. У вас есть информация о золотой сущности. Когда я ранее сказал об этом на встрече, у вас изменилось выражение лица. Поэтому я решил, что вы что-то знаете». Даос Небесный Кристалл ответил со спокойным выражением на лице: «Верно, у меня есть кое-какая информация о золотой сущности. Однако эта информация ненадежная, поэтому я не стал заключать с вами сделку ранее. Но если вы хотите, я могу сказать вам об этом. Даже если информация неточная, я все равно хочу ее услышать. Пожалуйста, продолжайте». Хань Ли предвидел, что так будет, но все равно улыбнулся. «Даже если бы я вам ничего не сказал, вы бы все равно узнали об этом через несколько дней. По словам моего старого друга, управляющего аукционного дома, во время ярмарки на торги будет выставлен кусок золотой сущности. Однако кажется, что владелец золотой сущности хочет обменять его на какой-то конкретный предмет. Поскольку официально об этом еще не было заявлено, этот лот еще под вопросом. Однако, если золотая сущность будет на аукционе, секты, культивирующие техники мечей, пойду на все, чтобы заполучить его. Ваша надежда на успех крайне мала». Радостное выражение Хань Ли постепенно сменилось критической улыбкой. «Хотя 3000-летний гриб алой сущности может стоить 100 тысяч духовных камней, что-то столь же редкое, как кусок золотой сущности, должно оцениваться в несколько сотен тысяч. Если выставят на аукцион, эта стоимость может удвоиться». Хань Ли знал свои пределы. Хотя у него было много богатства, он не мог сравниться с целой сектой. Сказав это, Хань Ли о чем-то подумал, а затем спокойно сказал: «Я все равно должен поблагодарить вас за эту информацию. Зная это, у меня есть шанс подготовить еще несколько духовных камней заранее. Ах да, возможно, вы знаете личность владельца золотой сущности. Я хочу заплатить им заблаговременно». Старик закрутил свою длинную бороду и улыбнулся: «Я не уверен в его личности. Я знаю только, что этот человек является культиватором стадии зарождающейся души из Союза 9 наций. В настоящее время они находятся на небольшой горе к западу от города. Если вы отправитесь, я думаю, вам будет несложно найти его там. Большое спасибо за информацию, господин Даос. Этой информации о золотой сущности достаточно. Мой следующий вопрос о камнях души. Расскажите мне о них». Приятное выражение на лице старика мгновенно изменилось, услышав его слова. С яркими, мерцающими глазами он угрюмо спросил: «Господин, что вы имеете в виду?» «Я не совсем понимаю». Хань Ли неуверенно смотрел на старика и сказал: «Я не буду скрывать, что я также немного разбираюсь в создании марионеток. Более того, я нашел некоторые останки древних кукол в пещерной резиденции древнего культиватора, и именно в этих останках я нашел эти камни души. Если я правильно догадался, эти камни души имели решающее значение в том, как древние культиваторы создавали древние марионетки. Судя по тому, что вы собираете камни души, у вас есть метод для создания древних марионеток, и вы планируете лично создавать некоторые особенно мощные. Я прав? Если это так, не могли бы вы рассказать мне больше об этом?» Сказав это, Хань Ли тут же повысил свою бдительность. Хотя это было маловероятно, Хань Ли все же был наготове на случай, если старик внезапно начнет атаку. Когда старик услышал, его выражение лица изменилось, а глаза стали холодными. Затем он молча взглянул на Хань Ли. Хань Ли стал еще более бдительным, увидев реакцию старика, но его выражение оставалось спокойным. Он похлопал по сумке для хранения, а затем достал нефритовую коробку размером с ладонь. Открыв крышку, он подтолкнул коробку к старику. В коробке было 2 камня души, что были еще больше по размеру, чем предыдущие. Ледяное выражение старика тут же изменилось на удивление. Он мрачно спросил: «Как вы приобрели такие большие камни души? У вас есть еще больше?» Услышав это, Хань Ли улыбнулся, но ничего сказал. Старик ухмыльнулся на его молчание. «Я отвечу вам на ваш вопрос, но взамен вы должны сказать, как вы приобрели эти камни души». «Это не проблема». Хань Ли предвидел это, поэтому ответил без колебаний. Даос Небесный Кристалл холодно сказал: «Все так, как вы и сказали. Я обнаружил технику создания древних марионеток в развалинах пещеры древнего культиватора. Согласно записям, это марионетки чрезвычайно мощные, но требуемые материалы тоже соразмерно драгоценные. Более того, каждый из них требуется подходящий камень души для создания. Однако эти камни души очень трудно найти.
До сих пор я не смог найти так много. Ваша очередь рассказать, где вы нашли столько камней души. Хань Ли спокойно ответил, это довольно просто. Раньше я понятия не имел, что древние культиваторы называли эти предметы камнями души. Я знал их как кристаллы призрачных зверей, и мне пришлось потратить огромные усилия, чтобы приобрести несколько из них. Волнение мелькнуло в глазах старика, и он поспешно сказал: «Призрачные звери». Никогда о них раньше слышал. «Где вы нашли таких зверей?» Вместо ответа на свой вопрос Хань Ли неторопливо спросил: «Можно ли посмотреть, какой тип марионеток вы собираетесь создавать? Или, может, даже взглянуть на технику, которую вы приобрели?» Глава 685. Встреча с маркизом. Как только старик услышал слова Хань Ли, его волнение тут же исчезло, а на лице появилось спокойное выражение. «Кажется, господин Даос Хань планирует использовать меня». Хань Ли спокойно сказал: «Использовать? Вы ошибаетесь. Я до сих пор ничего от вас не требовал, а только подарил вам несколько редких камней души. Если вы не считаете, что это соглашение выгодно, я просто притворюсь, что никогда не задавал второй вопрос, а вы сможете сохранить эти камни души». Выражение лица старика смягчилось, а затем он задрожал, в то время, как Хань Ли просто стоял сбоку, ничего не делая. Спустя некоторое время старик проговорил холодным тоном: «Если я дам вам чертежи этих марионеток, вы более или менее сможете сказать, являются ли они настоящими». «Но как я могу знать, что вы рассказали правду о призрачных зверях?» Хань Ли неторопливо ответил спокойным тоном: «Честно говоря, даже если вы узнаете, где находятся призрачные звери, у вас все равно не будет способа добраться туда. Мало того, что в это опасное место трудно поверить, но даже если кому-то удастся туда попасть, возможности вернуться назад практически нет. Даже если вы не верите мне, мои камни души все-таки настоящие. Я дам часть их вам за марионетку. Этого будет достаточно, чтобы вы не понесли никаких потерь. Кроме того, какой толк от техник создания марионеток, если нет камней души, необходимых для их использования?» Даос Небесный Кристалл слегка нахмурился, а на его лице появились следы колебания. Очевидно, взвесив все за и против, выражение старика смягчилось, а затем он сказал: «Хорошо. Я не заинтересован в том, чтобы размышлять над тем, является ли предполагаемый источник ваших камней души реальным. Я только спрошу, сколько камней души вы готовы обменять, чтобы получить технику создания марионеток. Если их будет слишком мало, я предпочел бы просто монополизировать эти техники». Хотя Хань Ли был доволен таким поворотом событий, он не продемонстрировал это никоим образом. «Сначала мне нужно увидеть ценность древних марионеточных чертежей. Если они на том же уровне, что и те куклы, что вы продавали сегодня, то я в этом не заинтересован». На лице старика появилось странное выражение: «Эти куклы были только дефектными товарами, которые я нашел. Судя по тому, что вы сказали, что за более сильные куклы вы готовы заплатить больше камней души». Хань Ли поджал губы: «Верно. Если есть чертежи марионеток, которые смогут сравниться по силе с культиваторами стадии зарождающейся души, я бы хотел обменять ее на 30 камней души». Старик спросил: «Эти камни будут такого же качества, как и те, что вы мне дали в начале, а у вас есть чертежи марионеток, которые на самом деле на одном уровне с культиватором стадии зарождающейся души?» Хань Ли был поражен перспективой и сразу же обрадовался. Без какой-либо сдержанности он сказал: «Разве до этого я вам врал? Хорошо. В этой нефритовой пластинке содержатся чертежи древних марионеток. Я просто отдам вам его, без залога». Старик тут же достал из своей сумки для хранения белый нефритовый чехол и бросил его Хань Ли с хитрым выражением на лице. Хань Ли был ошеломлен его действиями и почувствовал, что что-то не так. Немного подумав, он взял нефритовую пластинку и просмотрел ее своим духовным чутьем. Спустя небольшой промежуток времени цвет лица Хань Ли несколько раз изменился, а затем он молча уставился на старика. Старик улыбнулся ему и сказал: «Что-то не так. Самая сильная из этих марионеток равна по силе культиватору средней стадии зарождающейся души. Вам что-то не подходит?» Хань Ли сердито сказал: «Основными ингредиентами этих марионеток являются редкие небесные материалы, того же ранга, что и тысячелетнее железное дерево. Кроме того, дополнительные материалы не просто редки, я даже никогда о них не слышал. Где я должен их найти, хех? Вы мне очень симпатичны, но я вам мало чем могу помочь в этом случае. Взгляните на иллюстрации, там есть изображение каждого материала. Возможно, вы уже встречались с ними, или удача будет на вашей стороне, и вам удастся их приобрести в достаточном количестве». Как старик и ожидал, выражение лица Хань Ли вдруг изменилось, и он спросил: «Может, вы уже нашли кое-какие материалы? Иначе зачем вам собирать камни души?» Старик проговорил спокойным выражением: «Вы сказали, что лично будете делать марионеток.
Я только нашел 2 полуразрушенных марионеток. С этими камнями души я смогу их использовать. Мне не нужно создавать их с нуля. Вы, услышав это, Хань Ли замолчал. Хорошо, я уже передал вам чертежи для создания марионеток, теперь поговорим, а они ваши. Не успел старик закончить предложение, как Хань Ли тут же взмахнул рукавом и подтолкнул к нему груду сверкающих камней зеленого света. Старик был вне себя от радости и растерялся. Он хотел было сказать еще что-то, но Хань Ли махнул рукой и сказал: «Меня не волнует, что я понес кое-какие потери, у меня нет к вам никаких претензий. Теперь, когда наша сделка завершена, мне пора». Попрощавшись таким образом, Хань Ли покинул здание. Старик взглянул на удаляющуюся фигуру Хань Ли и покачал головой, закрыв глаза. Затем он кивнул головой и тут же убрал драгоценные камни в свою сумку для хранения. Ему удалось обменять бесполезные марионетки на такое количество духовных камней. Естественно, что он остался очень довольным. С этими камнями души он сможет завершить эти наполовину законченные марионетки. Однако старик был потрясен, что Хань Ли вытащил столько камней души и глазом не моргнув. Спустя несколько улиц хмурое выражение с лица Хань Ли полностью исчезло. Вместо этого он держал нефритовую пластинку с улыбкой на лице. Хотя другим людям было бы сложно достать тысячелетнее железное дерево, для него это было не проблемой. Другие материалы, которые были ему неизвестны, он мог взять из останков марионеток, которые он подобрал в небесном зале. Если удача будет на его стороне, он легко сможет собрать материалы, необходимые для создания нескольких высокоранговых марионеток. Благодаря силе марионеток, которая может сравниться с культиватором зарождающейся души, его боевая мощь увеличится в несколько раз. Его ранее устаревшие марионеточные техники вот-вот снова станут одним из его самого убийственного оружия. Кроме того, на этой нефритовой пластинке также было несколько чертежей марионеток на уровне стадии формирования ядра. Хотя их можно считать редкими, их все равно можно было купить за большое количество духовных камней. Эти слабые марионетки не представляли угрозы для культиваторов зарождающейся души поодиночке, но в количестве несколько сотен штук даже он не смог бы противостоять. Однако это были просто размышления. Даже низкороговые марионетки стоили как обычные магические сокровища. Хань Ли сейчас не мог себе позволить создание не то что нескольких сотен, но даже нескольких десятков. Создание нескольких сотен марионеток третьего ранга школы тысячи едва ли обанкротило его. Даже после того, как в то время продал большую часть своих материалов из демонических зверей, он все равно не смог себе позволить это. Стоимость марионеток уровня зарождающейся души блекла по сравнению с этим. Подумав об этом, Хань Ли ухмыльнулся и направился к западным воротам города. Хотя время уже было позднее, для него не имело значения, светило солнце или нет. Он решил отправиться на поиски владельца золотой сущности. С официальным началом ярмарки культиваторы из разных регионов небесного южного континента переполнили город. На второй день аукционные дома начали принимать заявки на различные ценности. Редкие товары привлекали внимание многих богатых культиваторов. Культиватор среднего возраста, стоявший в передней части зала, широко улыбнулся ему и сказал: «Кусок золотой сущности продан этому господину за 760 тысяч духовных камней». На столе из красного дерева стоял изумрудный поднос, на котором лежал кусочек золотой руды размером с грецкий орех. Затем культиватор в серебристой одежде подошел, передал духовные камни и забрал золотую сущность. Сидя в зале, Хань Ли просто разочарованно вздохнул и покинул зал аукциона. Хотя другие предметы на аукционе были не менее ценными, у него не было желания смотреть на них. В ту ночь он смог легко найти владельца золотой сущности своим духовным чутьем. Однако владелец хотел обменять его только на яйцо демонического зверя 7-го ранга или материалы для создания магического сокровища, пудру божественного единения. Не имея ни того, ни другого, Хань Ли ничего не оставалось, кроме как уйти восвояси. Однако, по словам владельца золотой сущности, того количества металла, который был у него, хватило бы только на 7 мечей Хань Ли. Но, несмотря на это, Хань Ли все еще участвовал в аукционе из-за золотой сущности. Но как только цена превысила 500 тысяч духовных камней, Хань Ли полностью отказался. Казалось, что ему понадобится много времени, прежде чем он сможет закончить формацию позолоченного меча. Выйдя из аукциона, Хань Ли побродил по городу и купил кое-какие материалы для создания марионеток. Закончив с покупками, он направился на окраину города. Вскоре он вспомнил слова маркиза Наньлуна. Поскольку это был уже 4-й день выставки, он с любопытством направился к месту, упомянутому в нефритовой пластинке. После того, как Хань Ли проверил местность вокруг себя своим духовным чутьем, он очутился перед каменным зданием совершенно обычного вида. Он подошел к двери, и она открылась, прежде чем он даже постучал в нее.
Затем из здания вышел длиннобородый, одетый в фиолетовую одежду старик в нефритовой короне. Маркиз Наньлун довольно восторженно проговорил: «Господин Хань, вы пришли. Позвольте мне познакомить вас с нашими коллегами».